Привет, друзья! Сейчас послеобеденные новости Германии и Европы. В Мекленбурге, Передней Померании, тестируют первый автономный автобус. Это проект с маршрутом, датчиками и наблюдателями, который может изменить транспорт в сельских регионах Германии. В Лондоне продолжается государственный визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Уже прозвучали знаковые жесты, на которых в Европе обратила внимание председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем временем в Пекине проходит встреча Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпинем, и именно контраст между французским визитом и ожиданиями приема немецкой делегации стал главным сигналом для Европы. А в Германии Тюрингии на курорте Оберхоф стартовал зимний сезон после масштабной подготовки склонов. Также еще одна важная новость. Канцлер Фридрих Мерц собирается в Рейнланд-Пфальц, где его ждет исследовательский центр с разработками в области биомедицины. Есть и еще важные данные по экспорту. Германия снова показала сильный результат шоколадной индустрии. Обо всех этих последних событиях коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии готовятся запустить первый автономный автобус, который будет ездить по вызову, то есть только тогда, когда его закажет пассажир. Проект стартует в земле Мекленбург-Передняя Померания, недалеко от небольшого города Хакенов. Главная идея проста. В сельских регионах Германии обычные автобусы ходят редко, поэтому людям сложно добираться до работы, врачей и магазинов. Новый автобус должен решить эту проблему, он приезжает тогда, когда он действительно нужен. Пока автобус будет ездить в тестовом режиме, в кабине все-таки останется водитель-наблюдатель, который будет контролировать работу систем. Но цель проекта – это полностью автономное движение без водителя к 2028 году. Сейчас специалисты проверяют маршруты, связь, сигнализацию и безопасность. Если испытания пройдут успешно, уже следующим летом пассажиры смогут сделать первый заказ через приложение и вызвать такой автобус к своему дому или остановке. Местные власти называют инициативу важным шагом для развития сельского транспорта. По их словам, если эксперимент подтвердит себя, Германия сможет внедрить такие автономные автобусы и в других малонаселенных регионах, где обычно общественный транспорт нерентабелен и порой ездит полностью пустым. Следующая новость – одна из самых важных для Европы. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с государственным визитом в Великобританию, где встретится с королем Чарльзом III и королевой Камиллой. Это первый государственный визит немецкого президента в Великобританию за 27 лет. На официальном обеде Штайнмайер передал Королевскому дому подарки из земли Саксонии. Среди них это набор рождественских шаров из мейсенского фарфора, деревянный орехокол, щелкунчик из Эрцгебирги и традиционная рождественская свечная пирамида из того же региона. Кроме того, президент Штайнмайер подарил виниловую пластинку с рождественскими песнями в исполнении знаменитых саксонских хоров, хора Святого Фомы из Лейпцига и Дрезденского крестового хора. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила встречу, отметив, что такие дипломатические контакты укрепляют доверие между странами Европы и способствуют стабильности на континенте. Визит Штайнмайера подчеркивает стремление Берлина укрепить отношения с Лондоном. Следующая новость связана с обсуждением международной политики. Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай с государственным визитом. Его приезд сопровождался торжественной встречей с красной дорожкой и особым вниманием со стороны китайского руководства. В отличие от него, глава МИД Германии Йохан Вадефуль, скорее всего, получит более сдержанный прием, что наглядно показывает приоритеты Пекина. В рамках визита Макрон провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпинем и премьером страны. Главные темы – это торговля, экономика и международная безопасность. Франция требует от Китая расширить доступ европейских товаров и услуг на китайский рынок и снизить торговый дисбаланс. Одновременно Макрон обсудил с Пекином ситуацию в мире и призвал использовать влияние Китая на международные сложные ситуации для продвижения дипломатического урегулирования. Контраст между приемом Макрона и будущим визитом Вадефуля подчеркивает стратегическое внимание Китая к Франции. Этот визит показывает, что Париж сегодня воспринимается Пекином как ключевой партнер в Европе. Макрон пытается укрепить роль Франции как посредника между Китаем и Европейским Союзом, балансируя экономические интересы и геополитические вопросы. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Тюрингии, на лыжном курорте Оберхоф,
Официально открыт зимний сезон. С 3 декабря начал работу подъемник на склоне Фальбаханг, и трасса уже готова для катания. Для старта сезона на склон засыпано более 20 тысяч кубометров искусственного снега. Толщина снежного покрова достигает 1 метра, что позволит лыжникам кататься несколько недель без проблем. Дополнительно в хранилище держит еще около 6 тысяч кубометров снега на случай потепления. Несмотря на рост расходов на энергию и содержание, стоимость дневного билета для взрослого остается 28 евро, для ребенка 20 евро. Энергию для обогрева зданий частично обеспечивает солнечная электростанция и тепло от соседней трассы для бобслея. Ожидается, что сезон продлится более 100 дней. В январе трассы временно закроют с 16 по 18 и с 22 по 24 числа из-за проведения 2 этапов Кубка мира по санному спорту. Зоны для начинающих лыжников, зимнее обучающее пространство будут работать непрерывно. Оберхоф становится одним из главных центров зимнего спорта в Германии, привлекая туристов со всей страны. И это только начало. Канцлер Фридрих Мерц в ближайшие дни совершит свой первый официальный визит в землю Рейнланд-Пфальц. В Майнце он подпишет гостевую книгу правительства земли и примет участие в заседании местного кабинета министров. После официальной части Мерц вместе с премьер-министром Рейнланд-Пфальц и министром науки посетит биомедицинский исследовательский центр при университетской клинике. Это учреждение, которое разрабатывает иммунные препараты против онкологических и других серьезных заболеваний. Ученые, стоящие со центром, ранее участвовали в создании известной фармацевтической компании, поэтому визит канцлера подчеркивает, что биотехнологии и биомедицина рассматриваются в регионе как стратегическое будущее. Кроме этого, такой визит показывает, что федеральное правительство и лично канцлер Фридрих Мерц готовы уделять внимание не только федеральным вопросам, но и развитию науки, технологий и медицины на уровне регионов Германии. А дальше еще есть важная новость. В 2024 году Германия экспортировала почти вдвое больше шоколада, чем импортировала. Из страны было отправлено 981 400 тонн шоколадной продукции, а импорт составил всего лишь 525 400 тонн. Общий объем производства шоколада в Германии составил 1,7 миллиона тонн на сумму 6,75 миллиарда евро. Это около 12,8 килограмма шоколада на каждого жителя, примерно 2,5 плитки в неделю. Основные покупатели немецкого шоколада являются Франция, Польша и Великобритания. Среди стран-поставщиков для Германии лидируют Бельгия, Нидерланды и Польша. Эксперты отмечают, несмотря на небольшой спад внутреннего производства, немецкая шоколадная индустрия остается сильной на экспорт и занимает ключевое место на европейском рынке. Сильный экспорт свидетельствует и о высоком качестве продукции и востребованности немецкого шоколада за границей. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.